Мы будем в эфире, я думаю, через секунд 5. Буду проверять здесь у нас дополнительно. Дорогие друзья, добрый вечер. Я надеюсь, что да, мы уже в эфире. Да, мы в эфире. Дорогие друзья, добрый вечер. Ну, хорошо, что есть вещи стабильные, неизменные, в том числе моя абсолютная неспособность подключаться к запланированным трансляциям. И, ну, раз так, то так. Надеюсь, что вы сейчас увидите, где идет трансляция, и присоединитесь к нам. Итак, дорогие друзья, я очень рада представить сегодняшнюю гостью. Это Лилия Ахмедшина. Лилия уже 31 год работает юристом. Это просто невероятно большая практика. У Лилии свой собственный опыт в развитии бизнес-проектов, причем в разных странах. Этот опыт, он очень большой. И я думаю, что, может быть, даже мы как-нибудь сделаем отдельный стрим на эту тему. Что я еще должна добавить обязательно? Это то, что Лилия более 20 лет преподавала гражданско-правовые дисциплины в Казанском государственном университете. Лилия – доцент, кандидат юридических наук. Руководил юридической службой крупных компаний. Ну, а сейчас Лилия ведет частную практику. И, Лилия, я очень вам признательна за то, что вы согласились уделить нам время и помочь разобраться в новшествах в российском законодательстве, потому что, конечно, то, как их преподают СМИ, как их цитируют, у людей паника, очень много обсуждений. Я вижу, что люди нервничают, тратят время на обсуждение, и с вашей помощью поставить бы точки над «и» было бы здорово. Добрый вечер, Лилия. Да, добрый вечер, спасибо за доверие. И что касается новостей в СМИ и реальных нормативных актах, эта проблема существует всегда. То есть, несмотря на то, как подаются новости средствами массовой информации, а пишутся они журналистами, по факту, когда вы смотрите текст нормативного акта, он может быть несколько отличаться от того представления, которое дают новости. И очень важно руководствоваться именно законом. Да, да, конечно, но для того, чтобы даже хотя бы понять на уровне непрофессионала, да, нужно знать, с какой стороны подходить к закону, как его читать. Я думаю, что такая же практика и в Российской Федерации есть. Ну вот, например, в Германии бывает, что закон на 2 листах А4 имеет 72 страницы дополнения к нему. И именно там можно найти что-то очень важное для себя лично. Конечно, в России то же самое. Я могу сказать, что российское законодательство схоже по своей структуре с германским. И помимо законодательства, дополнительных нормативных актов большую роль играет и судебная практика именно правоприменения, а также способы реализации норм закона. Возможно, иногда нормы могут быть просто декларативными, а иногда вроде бы декларативная строчка может применяться на практике и трактоваться довольно-таки широко. Ага, спасибо. У нас очень много вопросов от читателей потрепанного журнальчика Андрея Куприкова, также из группы о стримах. Дорогие друзья, еще раз всех туда приглашаю. Оставлю вам ссылку под нашим стримом с Лилией. Добро пожаловать, приходите, будем обсуждать стримы, делиться мнением, вместе собирать программы для канала. В общем, мы вообще полностью открыты. Мы это блондинки, я и Татьяна, так что будьте добры, присоединяйтесь. Итак, вот у нас был один из первых вопросов. Если есть квартира в России у гражданина Германии, то что? Нужно ли что-нибудь предпринимать или уже поздно? Могут ли что-то сделать родственники в России? Я думаю, что это вот как раз касается того нового положения, да, которое предусматривает обязательное заявление в договоре купли-продажи недвижимости, заявление о том, что человек не обладает резидентством в странах НАТО. Да, Лилия, я правильно понимаю вопрос? Примерно так, да. Я бы хотела пояснить в первую очередь то, что паниковать не надо. И возможность распоряжения недвижимым имуществом, этот закон касается возможности распоряжения недвижимым имуществом и приобретения недвижимого имущества, причем как в России,
так и за границей. То есть, исходя из норм этого закона, получается, что граждане России не могут в так называемых недружественных странах приобретать недвижимость, а граждане недружественных стран не могут приобретать недвижимость и продавать недвижимость без специального разрешения правительственной комиссии. Эта правительственная комиссия сформирована, но и даже есть небольшой регламент ее деятельности, но я пока не представляю, каким образом вот огромная масса вот таких разрешений могла бы быть получена. Что касается непосредственно вопроса, то сразу я бы задала вопрос, а нет ли российского гражданства у гражданина Германии, потому что это важно, поскольку этот закон касается именно резидентов и иностранных граждан. А резиденты понимаются, резиденты по российскому законодательству могут пониматься хорошо. Скорее всего, здесь понимаются резиденты по валютному законодательству, исходя из того, вот как весь пласт принимаемых документов следует, если следует определенной логике, то это все граждане Российской Федерации, даже те, которые живут за границей постоянно. То есть если есть гражданство Российской Федерации, то эта норма не относится вот к отношениям. Если гражданства Российской Федерации нет, то здесь, да, необходимо получение специального разрешения на ее реализацию. На мой взгляд, это абсолютно мое личное мнение, данные нормы были приняты в первую очередь для того, чтобы запретить вывоз капитала, отток капитала из России, а не направлен на национализацию имущества, как высказывается мнение. Также нет в законе обязательного требования внесения в договор вот той формулировки, о которой говорила Аннет. И я бы хотела напомнить о том, что все-таки у нас есть иерархия законов, нормы гражданского законодательства и гражданско-правовые отношения регулируются в первую очередь федеральным законом, который в данном случае является Гражданский кодекс, а не указ президента. Но следуя, скажем так, политической воле и правоприменению судами, конечно же, данные сделки могут быть оспоримыми. Но в случае, вот, как я говорю, если есть гражданство России и человек живет в Германии очень долго, вообще никогда в России, например, даже не был, то эту сделку можно спокойно заявлять в договоре. Кстати, такой нормы о необходимости включения в договор вот этих положений тоже нет. И это норма незаконная, можно, в общем-то, ее обходить. А какие-то санкции предусмотрены, Лилия? Вот если, вот, допустим, человек все-таки подпадает под статус резидента, да, стран НАТО, но он не указывает это в договоре, то есть какие-либо санкции? Нет, за это, конечно же, нет никаких санкций. Здесь я бы могла предостеречь граждан Российской Федерации, если какими-то, ну, например, обходными путями приобретается недвижимость, ну, пусть в Испании, например, недружественное государство, приобретать недвижимость нельзя, но, например, риэлторское бюро в Армении в качестве, ну, это я фантазирую, в качестве комиссионера, например, от своего имени могла бы эту недвижимость продать, и потом в реестре бы собственник был внесен. Это если оплата будет вести с территории Российской Федерации за это имущество, то в данном случае может быть, ну, будет иметь место нарушение валютного законодательства. Причем ответственность за такое нарушение предусмотрена и Уголовным кодексом Российской Федерации. То есть все-таки вот у меня мнение, что вот в этой части, да, могут быть санкции. Также очень много санкций у нас в законе о валютном регулировании, валютном контроле. Они все могут быть применены и достаточно жестко. Если, например, деньги за квартиру, недвижимость перечисляются на территории Российской Федерации, то здесь, я думаю, не будет каких-то проблем. И к сделке, которая противна интересам общества и государства, я думаю, тоже вряд ли можно будет отнести, но надо подождать немного еще. Я думаю, что, наверное, будут какие-то законы, которые определенные виды имущества, разделение его по территориям определят, потому что то очень быстро принимаются эти нормативные акты, а юридическая техника, она требует в любом случае вдумчивости и времени, даже для законодателей.
Да, и получается, что если, допустим, человек в этих условиях, да, где-то не уследив за новостями, самостоятельно пытается, да, сделать, провернуть какую-то сделку, да, совершить ее, то он может попасть просто в огромные проблемы. Поэтому, дорогие друзья, давайте следить за новостями, а вот действия совершать с помощью юристов, потому что видите, какой прогноз? Прогноз такой, что еще будут новые положения и новые изменения. И уследим ли мы за всеми? Вот не уверена, что мы можем с этим самостоятельно справиться. Еще у нас вопрос, Лиля. Российский студент в Германии, какие правовые изменения? Принципиальных изменений ни в российском законодательстве, ни, насколько я знаю, в немецком нет. Основная проблема – это может быть с перечислением денег за обучение и содержание. Здесь я бы немножко шире посмотрю на этот вопрос и затрону тему переводов за рубеж. Есть положение, которое ограничивает переводы за рубеж 5000 евро в месяц, но все-таки ничего закон не говорит о перечислениях, например, за покупку недвижимости в дружественных странах, перечислениях за медицину и учебу в любые страны, и также здесь может быть вот учеба. Поэтому относительно вот состояния сейчас проблем я не вижу. Мгм. Спасибо. Я вот могу со своей стороны добавить, что есть на месте сейчас определенные проблемы у людей с российским гражданством. Они касаются банковских счетов. Слава богу, пока я не знаю ни одного непоправимого случая. Я знаю, что практически все россияне, проживающие в Германии, получили письма с требованием от банка, значит, срочно обновить информацию о законности проживания на территории ФРГ. То есть они были обязаны немедленно отправить виды на жительство, в общем, ну, у кого что, визы, отсканировать, послать их банку. И банк, получив эти документы, продолжает обслуживать их счета, но вот тем не менее такой вот процесс был. Плюс ограничение в 50 тысяч евро для нерезидентов. Да. Да, не более 50 тысяч. Хотя, насколько я знаю, уже залог за обучение, когда студент приезжает в Германию, по-моему, это 11 тысяч евро, он уже должен иметь на счету, он их обязан показать. То есть это такая вот страховка на период его обучения, так что, ну, в общем, Здесь, пока... я думаю, вот решаемые эти все вопросы, вот такие гуманитарные, потому что и какие-то, например, те же юристы на месте могут брать депозит нотариуса. Ну, способов много. На таких суммах вот такого порядка, мне кажется, не должно быть проблем. Ну, на сегодняшний день. Да, конечно. Тем более часть же можно и задекларировать при въезде в Германию, и вот уже, собственно, это доказательство того, что у Да, тебя есть да, наличие. конечно. И Мгм. возить в Германию, ну, из России нельзя вывозить больше 10 тысяч, но здесь есть нюансы вот с ввозом денег на территории Штатов и Германии и различия с российским законодательством. Когда вы выезжаете из России, вы имеете право на человека вывозить 10 тысяч долларов. А вот когда, например, въезжаете в Штаты, вот эта сумма распространяется на всю семью, и декларация подлежит, то есть если вы едете 40 тысячами долларов вчетвером, то декларирование обязательно, потому что на семью идет. Ну, В спасибо. Германии я точно не знаю, но там тоже есть нюансы, поэтому надо смотреть, ну, либо ехать там по отдельности как-то, Да. если Ну, пара. Мгм. вот, по крайней мере, да, теперь вот зрители, кто задавал этот вопрос, они хотя бы теперь знают, в какую сторону, какие детали им нужно уточнять. Спасибо большое за ответ. Лилия, вот такой вопрос от меня, потому что очень впечатлил меня выступление Дмитрия Медведева, это был конец февраля, когда он сказал, что, в общем-то, изоляция Российской Федерации, выход из определенных европейских сообществ может привести к пересмотру, сейчас прошу прощения, у меня тут так сейчас, да, к пересмотру отсутствия закона о смертной казни в России. Лилия, скажите, пожалуйста, как вот по-вашему, когда мы слышим вот от
от кого-то из правительства, да, или от чиновников, вот подобные прогнозы, да, подобные предложения, как правильно на них реагировать? Нужно ли вот всерьез это воспринимать вот на вашей практике от заявления до конкретного принятия закона? Прослеживаются ли вот такие параллели регулярно? Не всегда. Мгм. И нужно все-таки смотреть по факту. Даже вот иногда популистским образом демонстрируются проекты законов. Вот я не помню, но где-то в начале марта, 12, по-моему, марта был принят целый пакет законов, именно проектов законов, и не всегда закон на выходе совпадает даже с проектом закона. А уже что касается заявлений, то да, люди, обладающие законодательной инициативой, депутаты могут любые законы вносить на рассмотрение. И, соответственно, это достаточно длинное расстояние. Да, конечно же, у нас теперь не будут тут действовать международные акты, касающиеся ограничений, либо в Европейский суд по правам человека нельзя будет жаловаться. Но здесь, чтобы как-то себя успокоить, надо понимать, что речь идет об Уголовном кодексе, который не имеет обратной силы. Не думаю, что наше новое законодательство будет настолько революционным, чтобы придаст обратную силу а, этому закону. Это уже классика, это тысячелетиями эти нормы действуют. И тогда ответственность за преступление, поскольку закон не имеет обратной силы, то ответственность за преступление наступает за совершенные преступления, которые совершены после даты принятия этого закона. То есть будет изменен закон, например, там, в дату X, вот только с этой даты X и будет применяться эта ответственность. Вот и только так. И то же самое с пакетом законов, который принят сейчас, изменение в Уголовный кодекс, только с 4 марта. То есть если чистите соцсети, то с 4 марта. Мгм. Это вот мы говорим о законе вот, про 15 лет, да, Ну который… да, там принято 3 статьи в Уголовный кодекс. Конечно же, здесь, наверное, лучше сделать отдельный стрим, потому что там очень много нюансов, связанных даже с расположением в Уголовном кодексе этих статей. То есть одни преступления, они квалифицируются как преступления против общественной безопасности, а другие идут против интересов государства. И по степени тяжести они, конечно же, различают, ну, это разные преступления, и квалифицирующие признаки у них разные. Если говорить вот про 15 лет, все-таки здесь, конечно, есть большая доля СМИ, потому что то, как это было подано, но уголовный процесс имеет свой определенный и очень строгий порядок. Если, ну, я не буду обращаться к периодам истории, когда были нарушения, но ну, сейчас 100% это нет. Закон все-таки, ну, в тот уже закон, что есть, он соблюдается. И, соответственно, вот это от 10 до 15 лет – это третья часть статьи, и это особо тяжкие последствия, которые регулируют, ну, надо еще их все-таки и доказать, потому что это такая максимальная мера, и это уже близко к интересам вот, против государства. Это должно быть большое количество таких именно тяжких последствий, которые касаются там, причинения вреда здоровью, каких-то катастрофических применений взрывных устройств, может быть, какая-то безопасность, сохранность имущества граждан. И вот такие действия, они близки к К экстремизму? статьям уголовным, да, к экстремистским и террористическим. Конечно, ну, я не могу брать на себя ответственность вот, по правоприменению, потому что достаточно, ну, практики, во-первых, нет, и разъяснений нет, и, конечно же, нужно просто соблюдать информационную гигиену и соблюдать законодательство Российской Федерации, если вы граждане Российской Федерации и проживаете на ее территории. Да. Ну вот и да, и хорошо же знать, что именно нужно соблюдать, потому что, как вы справедливо заметили, написали в СМИ совершенно другое, что все вот прям всем 15 лет за Ну, каждый пост. По поводу чиновников,
Такой вот есть интересный, где у нас тут вот, интересный такой закон о взыскании денег с банковских счетов чиновников, если сумма поступлений превышает доход за 3 года, а законность не доказана. Лилия, это уже было или это действительно такой свежий закон? И я слышала, что уже даже есть дело, и там сейчас под следствием находится и чиновник, и его дочь. Где-то на Это свежая норма, но хочу заметить, что декларирование доходов чиновников и лиц, которые работают на государство, у нас давно существует. И, в принципе, если по духу закона смотреть, наверное, нет такого принципиально ничего нового, потому что контролируются и доходы, и родственников близких и так далее. Ну, я не Мгм. могу здесь оценивать, это популистская более мера или нет, но если, ну, как бы бывает так, что, скажем так, больше выражается политическая воля в определенном направлении, но по факту инструменты, касающиеся декларирования, они все эти как бы моменты содержали, то есть не могли чиновники вот, и не могут сейчас так свободно иметь доходы и не задекларированы. То есть это уже была в законе ответственность. Вот, Мгм. то есть здесь, да, может быть сделан акцент, но принципиально такого нового нет ничего. Может быть сделан акцент действительно в правоприменении, когда есть еще основания, не надо там доказывать, что эти средства незаконны, а теперь чиновник должен доказать, что эти его средства законные, как вот сама презумпция невиновности, ее акцент сместился. Ну и поскольку резонанс все-таки в обществе был, очень много перепощивали этот закон, и все-таки это, мне кажется, наверное, тоже для того, чтобы обществу показать, да, показать, что этот закон существует, что, в общем-то, чиновники будут отвечать в случае, если им принадлежат какие-то средства, добытые незаконным путем. Да. Вопрос. Ну, у нас достаточно строгие требования к чиновникам. Вот это действительно так, и это было и до принятия этого закона. Мгм. Ну А да, ну другое дело в правоприменении, но это проблема другого плана. да. Ну и ведь не решается же проблема правоприменения вот этим дополнительным указом. Нет. Ну, может быть, я Ну да, она не доносится сильна просто. вот в таком, да, то есть это, ну, не сфера моей деятельности, и, конечно, ну, акцент есть. Вот, на мой взгляд, здесь просто сместился именно акцент, вот, кто должен доказывать. То есть в данном случае теперь чиновник должен доказывать, а не Мгм. правоохранительный орган должен доказывать незаконность, а он должен доказать законность. Это хорошая норма. Справедливо. Еще у нас вопрос от зрителя для начинающих предпринимателей на юридический аспект про подводные камни. Ведь наверняка есть те, кто остался без работы и будут думать об открытии ИП или ООО. Что необходимо учесть при регистрации фирмы? Как открыть счет юридическому лицу? Как сдавать отчетность, пусть даже и нулевку? И что теперь грозит за не вовремя сданную отчетность? Эдакий антикризисный юридический план выживания. Попросила Лана ответить. На мой взгляд, в России создан достаточно благоприятный фон для малого бизнеса вот в такой сфере, ИП, самозанятых и достаточно прозрачная система налогообложения. И это и упрощенная система налогообложения, и система самозанятых, которым тоже, в общем-то, планируется увеличить, ну, по крайней мере, были проекты, когда сумма минимальная сейчас примерно 220 тысяч в месяц максимального дохода может быть повышен. И здесь, наверное, все-таки первое, что надо учесть, это посчитать, то есть какой будет у вас род деятельности. И я своим клиентам советую начать, например, с самозанятости, то есть, условно говоря, с дохода 220 тысяч рублей в месяц. Если вы увидите, что ваш доход за год, например, за полгода вы выбрали уже 2 миллиона 400 тысяч, то можете открыть уже после этого, например, ИП.
либо ООО. Но с ИП легче управляться в том плане, что у вас, вы даже можете, вот в банках есть сейчас такой сервис, который за вас и отчетность дает, и считает все налоги. Налоги будут, при том, что, допустим, если взять 6% с дохода, то у самозанятых эти налоги меньше, то есть 6% дохода от юрлиц и 4% от физлиц. И не надо кассу онлайн покупать, что тоже деньги. И вы можете без чеки, соответственно, для таких лиц. Это вот я советую с этого начинать. Если объем деятельности большой, то надо рассмотреть патентную систему налогообложения. Это очень выгодно. И есть для каждого субъекта федерации расписаны виды деятельности и сумма, выплачиваемая за патент. На то же в некоторых случаях там тоже можно работать без кассы. Ну, здесь, конечно же, можно сделать отдельный стрим по предпринимательству, много нюансов, но здесь действительно у нас по сравнению даже, может быть, с какими-то другими юрисдикциями очень благоприятный климат для такой деятельности. Мгм. Так, спасибо. А еще вот такое просто потрясающее лично для меня открытие, я об этом не знала. Банк не несет ответственность за содержание ячейки. Можно ее открыть, она будет пустой. И таких случаев много. Вот мне написала очень хорошая моя знакомая, даже с известными личностями. Раньше был договор с описанием ценностей, лет уж 5, как его убрали. Это Лилия. Это Ну, действительно... я давно уже не доверяю банковским ячейкам, и, наверное, лет 6 или 7 уже ими не пользуюсь. То есть не было раньше такого договора, ну, по крайней мере, я не помню за последние там, 15 лет, где описывались бы ценности. Может быть, это имеют в виду, когда сделки заключаются и деньги закладываются в ячейку, там идет описание суммы, которая закладывается в ячейку, плюс она подтверждается договором. А так, внутренние банковские правила достаточно были прозрачны, и ну, вот, ну, потом что-то поменялось. И действительно, как вы не можете доказать, что вы именно те или иные ценности заложили в ячейку. Но просто и время еще немножечко по-другому расставляет акценты. То есть сейчас очень динамично работала система аккредитивов, и, наверное, сейчас действительно, может быть, как-то наличные возвращаются в оборот, но все-таки через банки это безопаснее. И с тем контролем доходов, который сейчас есть, лучше все-таки прозрачно проводить сделки, потому что риски вот, с незадекларированными суммами, с такой наличностью, они могут быть очень высокими. Все-таки лучше подумать над происхождением средств и легализовывать, и эта тенденция у нас с 2014-2016 года очень устойчивая, и технологии позволяют достаточно серьезно контролировать обороты денег, но в этом, учитывая, вот, скажем так, благоприятное налогообложение для предпринимательской деятельности, вот, ну, на уровне, как по Москве, до 200 миллионов доходов, вот здесь ну, мало о чем можно беспокоиться, можно спокойно вести свою деятельность и не бояться, например, не прибегать к ячейкам. Так, хорошо, спасибо. Будем знать. В общем, ячейки стороной. Теперь... Ну, если, например, все-таки какие-то именно ценности, золотые изделия, и вы уезжаете в отпуск, но когда закладывают, там еще, как вот ячейки, у нее еще внутренний есть сейф, и когда вы закладываете в один помещение, можно видео сделать, и эти изделия все зафиксировать, описать. И, конечно, если оно пропадет, то это будет кража, и пишется заявление в полицию, и все последующие вещи. Ну, вправе достаточно авторитетных банках. Это можно. Ну, просто вот с наличными деньгами, поскольку они иногда бывают в серой зоне, и люди иногда боятся заявлять об утрате и так далее, здесь всякое может быть. Да, вот как мужчина 37 миллионов рублей случайно выбросил, везде была, везде была эта история, отнес мешок мусорный с 37 миллионами рублей.
Да, Да, это потому всегда бывает. что Нет, просто нет, 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 да бывает. меня поразила, конечно, эта история. Из насущных вопросов, тоже вопрос от зрителя. Могут ли сейчас уволить в кризис? Возьмем важные профессии, как учителей, преподавателей. Вы доценты, знаете внутреннюю кухню универа. И вот зритель считает, что этот вопрос вообще он будет очень многим интересен, что он охватывает просто огромную целевую аудиторию. Как вы думаете, Лилия, могут ли вот сейчас уволить учителя? Вот сейчас, когда то Могут. локдауны, то пандемии, теперь такая смена в экономике огромная просто Здесь происходит. я могу сказать по своим клиентам, все-таки очень была большая волна увольнений в период пандемии, и наше трудовое законодательство защищает работников хорошо. Главное соблюдать работнику условия своего трудового договора и вовремя на работу приходить. Здесь, конечно же, увольнения возможны и по причине, например, сокращения штатов. И если это преподавательская деятельность, то есть определенные требования к преподавательской деятельности в законе прописанные. И, соответственно, надо смотреть там, чтобы вас не обвинили в нарушении тех или иных требований. Но вы можете студентку не так посмотреть или, например, там что-то еще сделать. То есть способов таких изощренных, если работодатель хочет вас уволить, много. Но если вы соблюдаете все очень четко, то ему будет сложно это сделать, и ничего принципиального в настоящее время не поменялось. То есть вот, если вас увольняют, то самое оптимальное – это договариваться на определенное кратное количество окладов, если это частный институт, например, либо, ну, если государственный, там сложно будет преподаватель, который свои обязанности исполняет, на лекции не опаздывает и так далее, это сделать. Ну, принципиально ничего не поменялось, и, скажем так, у нас законодательство не на стороне работодателя. Мгм. Мгм. То есть Главное, ну, если вы не оформлены самозанятым, опять же, у работодателя, поэтому многие работодатели любят оформлять работников самозанятыми, но и здесь законодательство не на стороне работодателя. да, главное со своей стороны его соблюдать полностью. Еще такой вопрос о военном положении. Ведь давно уже россияне думают о том, что оно может быть введено. И вот на случай введения военного положения в России, как меняется право, Лилия? Можете, пожалуйста, вот основные такие аспекты озвучить? А, Последние несколько лет у нас было принято очень много изменений закона, которые касаются полномочий органов государственной власти в период введения таких положений. Плюс вы могли видеть на примере пандемии, как это работает даже вот с цифровой точки зрения и с точки зрения оперативного принятия тех или иных законов, обусловленных защитой граждан, защитой здоровья граждан, защитой граждан от стихийных бедствий. Здесь ну, есть определенные нормы закона, которые позволяют государству определенные меры осуществлять. И, наверное, не стоит, может быть, как-то сейчас это все описывать, как это может быть, а лучше по факту. Мгм. Нет и слава богу Мгм. сегодня. То есть вы считаете, что уже есть, да, определенные законы, которые, они просто, они будут как бы включаться, да, 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 да. Ну, можно их проанализировать и, скажем так, сказать, но что будет применяться, мы же не знаем никогда. Вот вы могли представить, например, вот такой пул законов даже, допустим, месяц назад? Нет, нет. никто не знал. И здесь тоже вот даже если есть какие-то заложенные в законе вещи, и если посмотреть с точки зрения, например, не теории заговора, а нормального гражданина, то, в общем-то, они отвечают правам граждан. Допустим, сколько у нас было стихийных бедствий, и вот они предусматривают эвакуацию и принудительную, например, эвакуацию в целях защиты здоровья граждан и их имущества. Тут как посмотреть. И все-таки, опять же, и правоприменение, и если надо будет, то и, видите, быстро могут и новые законы принять.
Мгм. вечером ложишься спать, утром новый закон, тоже так может быть. Поэтому это бесполезно прогнозировать вот такие вещи, мы не знаем. Мгм. Но если бояться, мне кажется, тоже смысла нет заранее. То есть вот из того даже, видите, как новости выглядят ужасными, люди переживают, Да. нервничают, а по факту ничего нет такого, что, ну, за исключением, конечно, вот финансов, переводов и на счетах, и в остальных сферах там более-менее все спокойно. Мгм. Да, люди очень нервничают, и что мне вот жаль, да, и в том числе себя тоже, что очень много времени тратится на то, чтобы попытаться понять, попытаться проанализировать вещи, ну, которые, наверное, действительно доступны юристам только, да, причем с Да, да, и все-таки, ну, как бы я так хотела немножко отвлеченно сказать, но, например, есть договор страхования имущества, и посмотрите, там есть, например, падение воздушного судна. Ну, то есть все равно всегда, если жить, то можно предусмотреть, что может быть падение воздушного судна на ваш дом. В Мгм. гражданской, нормальной, мирной жизни вот так бывает. И здесь вероятности тоже могут быть разные, поэтому, ну, смысла нет переживать. Вот если что-то уже случилось, оно уже случилось, мы же ничего не можем с этим сделать. Мгм. Только и потом все-таки, если не нарушать, скажем так, не идти против политической воли законодательства, то есть вот смотришь, на что направлен закон, то если хорошо подумать, всегда можно найти законный способ для того или иного действия. Опять же, я все-таки считаю своим долгом предупредить вот по кривым методам вывода средств и так далее. Но нужно очень аккуратно, потому что здесь как раз законодательство строго, и вот эти статьи неработающие, которые в Уголовном кодексе есть, нет, по ним есть практика, но не такая, например, большая, и они могут все легко применяться, поэтому нужно знать, вот прежде чем что-то сделать, нужно все свои действия проанализировать с точки зрения действующего законодательства. Мгм. Мгм. Спасибо. Лилия, у нас еще был такой длинный список, и там вот номер 8 меня заинтересовал. Кабмин отказал ФАС в доступе к персональным данным граждан. И расшифровка, значит, правительство откажет Федеральной антимонопольной службе в доступе к персональным данным россиян и информации об абонентах услуг связи, а также в составлении реестра недобросовестных участников рынка, ограничивающих конкуренцию. Лилия, можете, пожалуйста, прокомментировать? У нас есть Человек. довольно хороший закон о защите персональных данных граждан, Мгм. который защищает номера паспортов, даты рождения и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, все персональные и лица, которые работают с персональными данными граждан, обязаны обеспечивать их хранение безопасное и не утечку, скажем так. И в данном случае, если те или иные органы, которых, ну, допустим, органы полиции имеют доступ к персональным данным, но у них есть обусловленная законом служебная ответственность и ответственность, скажем, это персональная за такое распространение данных. Мгм. А, и то, наверное, иногда вот бывают утечки. То есть у меня лично был пример, когда явно, например, у клиента данные, они нигде не могли быть получены, кроме как по результатам оперативно-розыскной деятельности, а такие мероприятия в отношении него не проводились, и они были доступны, скажем так, коммерческой другой стороне. То есть вот и то бывают такие факты. А если эти данные попадут в распоряжение лиц гражданских, которые не по службе ну, несут ответственность как гражданские лица, а не лица, которые осуществляют определенный вид службы в полиции, в органах государственной безопасности и не имеют такой ответственности, это может, ну, повлечь катастрофические результаты. На мой взгляд, этим условлена такая норма. Мгм. Поняла. То есть, в общем, норма, в общем, хорошая, да? Ну, так, в целом. Ну, в целом, на самом деле, много хороших норм, если смотреть на них без паники и Мгм. понимать, как могло быть и хуже. Мгм. А про губернаторов вот еще тоже интересная история.
о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации, и были введены новые полномочия губернаторов. Значит, теперь они смогут, я так понимаю, самостоятельно губернаторы вводить единовременные выплаты и другие меры адресной поддержки жителей региона, определять критерии трудной жизненной ситуации, в которых такая поддержка будет оказана, принимать меры по организации бесперебойного оказания соцуслуг и торговли товарами первой необходимости, а также необходимой региональной инфраструктуры, логистики и промышленности, определять порядок мониторинга и контроля цен и наличия товаров первой необходимости в регионах, принимать меры, направленные на урегулирование спроса на отдельные товары, принимать меры реагирования на ситуацию на рынке труда, организовывать помощь юрлицам, предпринимателям, самозанятым гражданам, включая адресные меры финансовой и иной материальной поддержки, принимать другие меры, необходимые для стабилизации социально-экономической ситуации в регионе, включая предусмотренные законом о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. То есть вот мне вот как обывателю, мне кажется, что президент просто вот переложил на губернаторов основную ответственность за то, как живет население. Или я не права? Губернаторы в любом случае ответственны, как на территории их живет население, но наше законодательство, оно проходило несколько стадий, скажем так, децентрализации в 90-е годы, потом определенной централизации, потом несколько опять выдачи больших полномочий регионам. И вот к тому моменту, допустим, к сегодняшнему моменту оно было более централизовано в этих сферах, которые обозначены указом. Сейчас оно спущено на места. Хотя вот по всем этим параметрам, в общем-то, это законодательство, которое отвечает обязанностям губернаторов в отношении своих регионов. И невозможно всем руководить из центра, и невозможно оперативно данные получать и получать согласование с центра. То есть это как раз те действия, которые могли бы оперативно быть решены. И хотела бы сказать, что теперь у нас главы регионов будут называться либо глава региона, либо губернатор. И только двумя этими названиями. Не будет у нас больше других президентов, кроме президента Российской Федерации. Угу. Спасибо. Российские парламентарии, игроки рынка, интернет-торговли совместно прорабатывают механизмы защиты онлайн-пространства от опасной продукции. Пока только в категории БАДов. А что такое БАД? Это биологически активные добавки. Проблема БАДа в том, что фармацевтика, изготовление лекарств регулируется очень строго и требует определенных испытаний, определенных заключений длительности воздействия на здоровье человека. А БАДы, витамины этого не требуют, и качество их изготовления никем не контролируется. И формально мы не всегда знаем, можем доверять какому-то бренду этих БАДов, но не всегда знаем, что там вот в этих желатиновых капсулах. И здесь получается, что, ну, может быть, не знаю, у меня, конечно, вот в отношении часто экономических законов, они всегда преследуют двоякую цель. С одной стороны, они преследуют цель защиты определенных экономических группировок либо производителей, с одной стороны. С другой стороны, просто защищать интересы той или иной группировки нельзя без защиты здоровья населения либо каких-то других важных социальных целей, поэтому подобные законы, они как бы бьют, может быть, по каким-то производителям, которые не в состоянии, например, должным образом соблюдать те или иные меры, а для потребителей здесь оказываются выигрыши. Также, как и вся маркировка товаров и так далее. То есть здесь, ну, исходя из моего опыта работы, все экономические законы, они экономическую подоплеку, как правило, имеют, и некие группы предпринимателей так или иначе продвигают те или иные законы. Ну, может быть, я здесь, конечно, немножко лишнего говорю, но все-таки, когда речь идет об экономике, здесь надо смотреть, кому это выгодно.
Лилия, ну вот смотрите, ну ведь замечательно же, что вот сейчас эта тема поднята, что она муссируется, потому что вот как здесь пишут, значит, вот здесь пишут, объясняют, почему, да просто потому что вот никто не знает, в общем, как вы сказали, да, что именно в этих капсулах, потому что не отрегулировано ничего. И, значит, дальше пишет. Практика показала, что решение суда в отношении таких сайтов однозначно обвинительное, но сам процесс растягивается на месяцы. То есть даже если кого-то, значит, стали подозревать, то все равно у него есть месяцы, и в это время злоумышленник либо активно распродает товар, либо делает сайт зеркала. После ввода новой меры интернет-страница, которая по истечении 24 часов будет содержать запрещенную информацию, блокируется в кратчайшие сроки, но у бизнеса будет дополнительная возможность устранить нарушения без привлечения надзорных органов. Но хотя бы, по крайней мере, благодаря этой повестке, да, мы теперь понимаем, что никто не проверяет вот эти добавки. Конечно, это важно, потому что даже те же добавки нельзя применять просто витамины, без анализов, без оценки состояния здоровья врачом, но просто такое бесконтрольное употребление, оно ничего хорошего здоровью не приносит. И, конечно же, просто такую индустрию взять под контроль сложно, и экспортом, импортом много в этой сфере, и местных производителей. Конечно, если будет идти законодательство, будет обращать внимание на эту проблему, идти, скажем так, в сторону более строгих требований. Здесь два варианта, может быть, и какие-то, может быть, какая-то добровольная сертификация, какие-то добровольные испытания производителей. Но то, что подвижка в этой сфере есть, это хорошо. А как бы решить одним махом эту проблему нельзя. Пусть даже вот такие меры есть, это в любом случае лучше, чем бы их не было. А те, кто делают совсем мошеннические сайты, либо распространяет продукцию, которая может принести вред здоровью человека, то если будет доказано, что такая продукция приносит вред здоровью человека, то и это закон не нужен. У нас есть нормы, которые, относительно которых можно привлечь к ответственности за распространение и изготовление такой продукции. Но у нас же также, если я ничего не путаю, есть же еще и такая формулировка, как введение покупателя в заблуждение, нет, разве? Ну, то есть Конечно, конечно. Нет, у нас есть вот здесь часто просто когда законы принимаются быстро, либо нацелены на определенный вот интерес, забывается о том, что в нашем законодательстве, в принципе, есть и так много механизмов для применения тех или иных запретных мер, либо мер ответственности. Но когда делается акцент, то вот как и в случае с чиновниками, здесь то же самое, когда делается акцент на ту или иную проблему, в правоприменении он идет легче, и, скажем так, сложнее, меньше становится лазеек для того, чтобы нарушать закон. Спасибо. Тут есть вопрос, как обмануть судьбу. Вот так вот заглавили, да. Прекрасный читательница потрепанного журнальчика и его женской части, женские штучки. Так что кто еще у нас не там, то те должны прийти срочно. Итак, ведь крипта только для тех, кто не проживает, простите, сейчас в обороте, правильно? И дальше вот следует такой короткий рассказ о попытках зарегистрировать на многих платформах. И, в общем-то, ничего не получилось уже. Карта Binance, допустим, если она уже была, то можно ли пользоваться этой картой сейчас в России? Ну вот, насколько я знаю, по Германии Binance вообще не работает больше. С 25-го, по-моему. Здесь много вопросов в одном. Да. И крипта есть, контролировать ее сложно. И зависит от биржи, на которой вы проводите цельные операции. Никто не отменял холодные кошельки, никто не отменял биржи, скажем так, в странах, которые не относятся к недружественным странам. И вот, на мой взгляд, та новость, по которой говорилось о 25 тысячах заблокированных адресов,
Здесь все-таки речь идет о крипте, которая была так или иначе замешана в нарушениях законов, связанных, может быть, с незаконным оборотом запрещенных веществ, с незаконным оборотом других запрещенных предметов. И эта проблема появилась не сейчас. Вот с ограничением оборота криптовалют, они так называемые, если они были где-то засвечены, это идет вот от Штатов, от Европейского Союза. Если, например, когда крипта официально в обороте и есть законодательство, которое ее регулирует, то, например, допустим, при изъятии криптовалютных активов, то они же все записываются по цепочке, и, допустим, предыдущие или последующие хозяева тех или иных активов, они тоже оказываются замешаны в этой схеме, и это сразу идет в серую крипту. То есть здесь две проблемы. Это нерабочие карты российские, которыми нельзя что-либо оплатить за пределами России, и, наверное, вот все, мне кажется. Ну, то есть здесь вот основная проблема вот в этом. А сама криптовалюта, если она не засвечена в незаконных операциях, она легальна. Лилия, а как же узнать-то, вот, была она А засвечена? это видно в кошельках, это видно в вашем кошельке. Там сразу будет, если она будет... Там, например, как вот биржа. Если вы купили на какой-то криптовалютной бирже, потом было в отношении этой биржи вынесено ну, то, что было выяснено, что эта биржа осуществляла незаконные операции. И вся криптовалюта, которая через эту биржу прошла, она может быть серой. И вы это увидите в своем кошельке. Вот это будет видно в записи. И, соответственно, тут еще не очень хорошо, что, допустим, у вас несколько единиц криптовалюты лежали в одном кошельке, и если один, например, биткоин попался замешанный в этой цепочке, либо в какой-то серой бирже, то, соответственно, весь кошелек у вас становится серым и нелегитимным. Вот, поэтому здесь нужно все-таки работать с проверенными лицензированными биржами и не бежать вот за низкой комиссией. Там действительно комиссия больше значительно, чем на таких вот других мелких биржах. Нужно смотреть биржа, где зарегистрирована, какое законодательство в стране по лицензированию деятельности этих бирж и насколько соблюдать. То есть это надо, поскольку мир крипты новый и не везде еще урегулирован, где-то запрещен, где-то просто разрешен, а легалайз, тот, который идет по финансам, он на крипту тоже распространяется. Поэтому здесь просто надо смотреть внимательно. В общем, нужно забыть вот эти лозунги: крипта – это свобода, крипта – это вообще там никто никогда не найдет, не поймает, все прекрасно отслеживается, даже больше, чем можно было. Так оно и отслеживается. Наличными, Это да. же распределенный реестр и записи. Как раз-то отслеживается. Другое дело, что да, это определенная свобода. И, например, наши граждане, которые захотели поменять место жительства, вполне могут свои Это как проблемы еще решить одна сейчас с валюта. помощью крипты. Да, это такая же валюта. В отношении нее больше и больше стран начинают регламентировать законодательство, налоги с нее платятся. И если вы в легальной сфере, то почему бы не пользоваться этим инструментом в тех юрисдикциях, где он разрешен. И, ну и опять же, вот здесь как мера безопасности, конечно, холодные кошельки, которые пользовались популярностью, вот когда все эти события начались, они тоже позволяют как раз не загрязнять вот с такими, скажем так, биржами недобросовестными свою валюту. Но здесь тоже есть много нюансов, поэтому нельзя складывать яйца в одну корзину. Наверное, так можно сказать. Спасибо. Риски есть в крипте и большие. Тут Мгм. пока не, это еще нужно время, чтобы все процессы были урегулированы. И, конечно же, ну, мы говорили с вами об авторском праве. То есть некоторые, здесь я хотела бы сказать, что некоторые понятия вот на крипторынке, они опять же никак не подкреплены юридически. То есть нужно понимать, где, скажем так, представление о криптовалюте, а где ее законодательное регулирование. Да, вот именно, потому что
потому что с авторскими правами мы с вами обсуждали как раз вот выход, да, крупнейших компаний, допустим, таких как Disney с российского рынка. У меня был к вам вопрос, не кажется ли вам, что это вот как раз подтолкнет авторское право к NFT, потому что, ну, например, сейчас огромный российский рынок, да, он остался абсолютно, ну, по сути, не без вот этой вот такой цепной собаки, да, там того же самого Диснея, допустим. Но вы мне сказали, что я неправильно понимаю ситуацию, что никто у нас в стране не отменяет этого авторского права, да, даже тех компаний, которые Конечно. рынок. И потом авторское право, оно не требует, вот авторское право, интеллектуальной собственности в предметах искусства в большинстве случаев оно не требует специальной регистрации. Регистрируются программы для ЭВМ, регистрируются изобретения, там свои правила, патенты со своими сроками, товарные знаки. Но произведение искусства, вот в классическом понимании авторского права, оно принадлежит автору с момента создания. Вопрос, как доказать существование этих авторских прав. И NFT может быть, скажем так, опосредованным способом доказательства существования такого права, но есть менее затратные способы, чем создание NFT, например, пока. Пока, да. То есть Макдональдс, если он все-таки в итоге уйдет, да, то вот его эту буковку никто не будет использовать, да, у нас? Здесь, ну вот Просто вы видели, может быть, нет, вы видели посты дяди Вани. То есть мы да, опять затрагиваем, да, мы затрагиваем разные сферы. То есть если есть интеллектуальная собственность и буква, и товарные знаки, и способы графического изображения, и здесь всегда границы, они достаточно размыты. И, конечно же, ну, например, наши производители в эпоху вхождения иностранных брендов, например, на рынок российский, многие старались, чтобы повысить продаваемость своей продукции, делали свою продукцию, ну, как-то напоминающую цветом, сочетаниями продукцию некоторых иностранных брендов. И по этому поводу было очень много судебных споров, и достаточно строго относились суды к производителям, искали схожесть до степени смешения, и вот в знаке дяди Ваня там есть схожесть до степени смешения, здесь, конечно, спорить нельзя и по цветам, и по вот этой букве. Закон никто не отменял, это незаконно, но будет ли Макдональдс предъявлять иск? Опять же, вот нарушение, значит, только правообладатель может предъявить иск, связанный с нарушением такого права. Ну, по идее, если, допустим, предъявит, то российский суд все-таки будет руководствоваться в первую очередь тем, что действительно право вот на это изображение принадлежит именно Макдональдсу, да? Формально да, потому что у нас международное право в этой области не касалось, и были, я не знаю, как это будет реализовываться на практике, но были заявления, было такое неосторожное заявление, вы, наверное, как бы знаете, что в Китае, например, просто использовали многие изобретения, то есть разбирали на части и так далее, либо там отшивают партию какому-то одежному бренду, потом те же самые лекала отшиваются еще партии и всего Даже из кожи. автомобили, да. Да, да. И здесь в эйфории почему-то начались публикации о том, что вот сейчас мы тоже пойдем в IT, возьмем все Мгм. технологию таким образом, и очень со стороны именно официальных изданий, там, РИА Новости и каких-то вот близких к официальному каналу было сказано о том, что все-таки у нас будет защита и авторских патентных прав. Потому что, на мой взгляд, это бьет в обе стороны. А уж тот же технический шпионаж, он был всегда, есть и будет. Вот и для этого, ну, как бы на этом-то и построено, кто все патентное право и изобретение, это и ноу-хау, это вечная история, она Мгм. и в других странах тоже есть, когда Кон- кто у кого там что подсмотрит, что компилирует, и это так и развивается, потому что по большому счету, наверное, все где-то придумано, и одно из другого перетекает. Мгм.
Эх, да я уже думала, что мы не хуже можем сделать бургеры, собственно. Так делают нормально, но зачем копировать, когда у нас столько креативных людей, они могут делать свое действительно. Ну да, Ну вот, да. И отдать те же NFT, она классная вещь. NFT, она классная вещь, потому что действительно можно идентифицировать объект, но просто пока они достаточно дороги, вот, на мой взгляд, для массового такого распространения. В какой-то момент, когда будет удешевление всех процессов, мы ими также будем пользоваться, как и другими вещами, совершенно спокойно. Да, просто надо переждать, видимо, дождаться урегулирования и снижения, да, стоимости. Спасибо, Лилия. Еще вот вопрос тоже от зрительницы. Свободен ли визит в Россию для украинских граждан? Вот переживает очень зрительница, потому что ей нужно влететь будет. Да, можно Либо приехать. въехать. Она может, да, въехать? Главное, надо посмотреть чаты, каналы и вообще почистить телефон. Когда я въезжала на Украину в 2018 году, меня под камеру допрашивали очень с пристрастием, например, когда я ездила по делам, да, по своим частным делам, и ничего. Как бы у нас, я не знаю как, потому что у нас и российских граждан на таможне иногда интересуются, просят показать телефон. И как-то надо просто адекватно отвечать на заданные вопросы о цели визита. Незаконного ничего в приезде украинского гражданина на территорию Российской Федерации нет. Да, а вот сейчас, у нас, видимо, что-то тоже, да, менялось в законодательстве, потому что все больше и больше сообщений есть о том, что проверяют телефоны, и даже в метро на станции может подойти полицейский и почитать переписку в телефоне. Это что-то, это тоже как-то было урегулировано, да, в какой-то момент? Да, я хочу еще вернуться к гражданам Украины. У нас, по-моему, не поменялись именно правила въезда, вот, связанные с пандемией, потому что для иностранцев въезд возможен только если вы едете к родственникам, либо на лечение, и Украина не входит в список стран, которым свободно разрешен въезд, но это еще пандемические нормы. То есть я не видела, чтобы эту норму отменили. Если вы проходите по критериям вот, ехать к родственникам либо на лечение, то не запретят въезд. Но нужно обязательно, вот эту цель, она должна быть прозрачной, цель визита в Российскую Федерацию. И нужно быть готовым ответить на вопросы. А что касается просмотра телефонов, у нас вы всегда вправе отказать и вежливо, и обосновать. Нет закона, который, если у вас нет к вам со стороны полиции претензий, но, наверное, в принципе, проще показать. Это все. Ну, как бы если вы можете занять принципиальную позицию, но здесь, ну, зачем? То есть если хочется, скажем так, доказывать, и вы испытываете это чувство удовлетворения, это как, например, не показывать, ну, инспектор ГАИ не совсем представился, не полностью представился, а по закону он должен представиться полностью, назвать свою должность, свое звание, и все. И вы можете требовать от него долго все это сделать, и совершенно и у вас будет все в порядке, и совершенно вы будете правы, ничего с вами не сделают и не смогут. Ну, по закону, ну зачем, как бы вы будете тратить свое время. И, ну, такие у нас есть нюансы, скажем так, и особенности реально. Я однажды И это не сегодня, как бы. Я однажды потратила время, даже позвонила на горячую линию ФСБ. Да, и это было, конечно, феерично, потому что я сказала, что здесь нет никакого поста, физически здесь нет поста, и вот меня останавливают, и не представляете, что мне делать, и очень серьезно отнеслись к этой проблеме, крайне серьезно. Конечно, можно, то есть если... Они с кем-то связались, они вернулись ко мне, они сказали, нет, вы не волнуйтесь, там действительно есть пост, на самом деле он там есть. Я говорю, ну вы понимаете, мало ли кто в форме сотрудника, да, там может ко мне подойти. В общем, вот у меня однажды было время, и я хочу сказать, что действительно вот весь вот этот вот процесс, как там пройдемте в машину, да, и так далее, он был весь вот просто вот сметен вот этой вот волной моих звонков, лавиной. Потому что был какой-то такой день, что вот я не захотела проходить машину, садиться, и мне очень хотелось остаться, ну, как минимум в своей, либо там, ну, поговорить на улице.
Нет, это абсолютно правильно. То есть тут Да? как бы, конечно, и просто если вы считаете, что ваши права нарушаются, вот, ну, не просто так вот мне не нравится, а действительно есть ощущение, отсутствие ощущения безопасности, то Мгм. надо звонить. И я считаю, что несмотря там на какие-то изменения вот в законодательном климате, если вы видите, что какое-то правонарушение совершается в отношении вас, надо об этом заявлять. Мгм. Да, ну вот однажды это было, и в моем случае это прям сработало. Потом все равно меня вызвали, я действительно нарушила, причем Мгм. я нарушила очень Ну вот серьезно. особенно, когда нарушаете, лучше все-таки, наверное, ну, более адекватно. Ну, то есть, если вы нарушаете закон, то, скажем так, своим категоричным поведением вы не решите проблему с нарушением закона. А если вот Я была уверена, как бы, что я не нарушила в тот момент. ну, нормально. Нет, ну, Я как бы внутри, да, я, это... я себя чувствовала правой, и потом со мной встречался майор, вот меня вызвали таким уведомлением, что я должна прийти в группу разбора, это называется. Мгм, Да, мгм. вот со мной общался майор, и, видимо, он уже понял, с кем он имеет дело. Он мне очень вежливо на большой-большой карте района объяснил, что я сделала не так. Да, и, в общем, я ушла без штрафа в итоге, без каких-либо санкций со стороны дорожной, да, дорожная полиция. Вот. Ну Ну, да, это полиция. Да, мне кажется, они, вот, особенно в Москве, я всегда ими восхищаюсь, потому что в таких условиях несут службу. Никогда вот в жизни меня не остановили просто так. Вот, чтобы в Москве, чтобы я, например, еду, никого не трогаю, вдруг меня там останавливают и как нарушают мои права. Вот от дорожной инспекции в Москве никогда не было. Я их очень люблю. наверное, если положить руку на сердце, наверное, да, меня тоже просто так не останавливали. Ну и у них все-таки достаточно тяжелый труд на дороге и как-то в этом плане. Ну, не знаю, у меня большое уважение есть к людям, которые несут службу, поэтому здесь такое мнение. Ну, да, Лилия, ну, тоже день на день не приходится. Вот еще такой вопрос тоже от зрительницы по поводу платежного сервиса «Газпром Пэй». Значит, он обещает позволять оплачивать в интернет-магазинах с любых банковских карт. Можете ли вы, Лилия, пожалуйста, рассказать, как самостоятельно провести расследование на предмет того, когда это приложение было зарегистрировано? Есть много сервисов, которые, ну, это можно проверить только относительно регистрации товарного знака. Есть сервисы Роспатента, в которых можно ввести название и посмотреть, был ли зарегистрирован, например, такой товарный знак, либо отправлена ли заявка на регистрацию такого товарного знака. Затем в самом приложении можно сведения о его выпуске посмотреть. Ну Мгм. и все, наверное. А для чего нужно, непонятно. Так, сейчас я еще посмотрю у нас тут. Я загляну уже, наверное, теперь в... Да, те вопросы, вот, которые у нас были. Нет, а где же еще был прекрасный вопрос по поводу гражданства? Ах, вот он. Вот он, этот вопрос. Мгм. Так, это зритель. Значит, насколько реален в нынешней правовой системе отказ от гражданства путем оглашения воли, в скобках публичной офертой, и регистрации авторских документов в базе нотариуса, к примеру? Ну, я понимаю, имеется в виду отказ от гражданства Российской Да, Федерации. да, да. Закон о гражданстве Российской Федерации устанавливает четко 3 критерия, когда может быть отказано в выходе из гражданства Российской Федерации. Во всех других случаях вам отказать в выходе от гражданства не могут. Первое – это наличие каких-либо обязательств а, перед государством, налоговых, финансовых, имущественных. И в данном случае неплохо заказать, например, себе в личном кабинете налоговой инспекции справку об отсутствии задолженности по налогам и к своему заявлению о выходе гражданства заплатить. И я не совсем поняла вот про декларацию, но если вы находитесь в другой стране, то свое заявление о выходе о гражданстве можно у нотариуса написать и у нотариуса заверить подпись, что эта подпись поставлена вами на этом документе, затем его легализовать, либо апостилировать, либо каким-то другим способом, в зависимости от страны и
в зависимости от страны это зависит. Если в Германии, то да, там апостиль проставляется. И, соответственно, первое – это отсутствие обязательств, второе – это отсутствие уголовного преследования и обязательств по военной службе. Ну а третье, у вас должны быть веские основания, что вы получите гражданство другой страны, либо у вас есть гражданство другой страны. То есть стать, например, апатридом, лицом, не имеющим гражданства, закон не позволяет, и здесь может быть тоже отказано в выходе от гражданства. В принципе, вот это все. У нас были изменены нормы законодательства о гражданстве, которые позволяют достаточно безболезненно из гражданства выйти, если вы не хотите в нем быть. Ну, в общем, получается, что если тебя никто нигде не ждет, то ты не выйдешь, да, из гражданства Российской Федерации. Я правильно? Ну, у вас должен быть либо другой паспорт, вы должны быть гражданином другой страны, либо бывают страны, вот я не знаю, насколько вот сейчас в Германии, но до недавнего времени точно не допускалось двойного гражданства. По-моему, сейчас расширили и допускают двойное гражданство. А есть ряд стран, в которых условием получения гражданства, и также и в России раньше было, является отказ от предыдущего гражданства. И, конечно же, многие обходили эту норму тем, что, например, направляли письмо, а просто так российского гражданства не лишали. Но когда вы получаете новое гражданство, вы предъявляете письмо, что вы отказались, соответственно, вы не вольны влиять на то, как это произошло. Потом были внесены изменения в закон о гражданстве, и можно проследить вообще за реализацией этой процедуры. Можно, если к вам нет претензий от государства, вы не военнообязаны и вас государство не преследует, вы можете проконтролировать этот процесс и выйти. Но у вас должно быть гражданство другой страны, либо вы уже одобрено принятие гражданства другой страны. Угу. Да, спасибо. Сергей Волков спрашивает, скажите, если мы живем за границей, это, видимо, имеется в виду семья, у нас дети, разводимся, я уезжаю в Российскую Федерацию. Могу ли я быть против оставить детей за рубежом или могу их забрать в Российскую Федерацию? Но здесь, наверное, вопрос о наличии конвенции, да, Лилия? Насколько я понимаю, это вопрос подписания конвенции. Если оба супруга граждане Российской Федерации, то относительно воспитания детей действуют нормы Семейного кодекса Российской Федерации, и родители между собой должны достичь соглашения о порядке воспитания детей и месте их проживания. Если имеется спор по вопросу проживания с детьми, либо родители не достигли такого соглашения, то этот спор решается в судебном порядке. И вы можете, например, взять своих детей и уехать в Российскую Федерацию, и потом их не возвращать матери. Мать может добиться судебного решения и, соответственно, требовать проживания определенного времени с детьми. Здесь действуют как нормы международного законодательства, так и российского законодательства. Они достаточно согласованы. То есть воровать детей нельзя, и это действует во все стороны. Лилия, и достаточно сейчас отработанный процесс и возвращение детей, и регулирование их жительства. Я не ошибусь, если я вот еще добавлю, что существует нюанс 6 месяцев, что по закону, по-моему, российскому, если ребенок не видел одного из родителей 6 месяцев, то это уже основание для суда оставить ребенка на постоянное проживание с родителем, с которым вот он виделся чаще. Если вот я знаю прецеденты такие, когда вот мама не видела ребенка 6 месяцев и все. Такой вот конкретной нормы в законе нет. Я, кстати, хотела сказать, что тут можно, закон же он, вопрос опять же в применении, то есть если вы гражданин Российской Федерации, ваш супруг гражданин Российской Федерации и ребенок гражданин Российской Федерации, вы уезжаете с этим ребенком в Россию и ставите запрет на выезд этого ребенка из Российской Федерации. Супруг может, и запрет на выезд на постоянное место жительства в другую страну, он не может быть преодолен. То есть супруг может требовать выезда с этим ребенком на отдых, например. А вот этого 6-месячного срока как такового нормы не существует, он просто бывает, именно применяется в зависимости уже от обстоятельств. Допустим... Прецедентно все-таки...
есть У нас такая опасность. прецедентно много регулируется норм, потому что если в законе не прописана норма, в подзаконных актах не прописана норма, то, конечно же, смотрят, как рассматривают аналогичный спор суды. И по детям вот в последние 5-6 лет достаточно такая стабильная сложилась практика, даже вот по количеству времени, проводимого ребенком с отцом и с матерью, примерно вот они все похожи судебные решения. То есть здесь как-то можно более-менее прогнозировать, учитывая, конечно, особенности семьи, особенности работы, проживания, вот как это будет решено судом. Мгм. Спасибо. Как вы относитесь к государственному устройству в виде конституционной республики? Такой вопрос неожиданный. Ну, Достаточно. как гражданин своей страны, я соблюдаю законы своей страны, и как бы не и в личные отношения, мне кажется, не знаю, я вот принимаю, какое устройство есть, то и нормально. То есть для какого-то государства монархия хороша, для какого-то конституционная республика. То есть в данном случае я не вторгаюсь в сферу и действительно не думаю об этом. Мгм. Ну, уже работаю всегда с тем, что есть. И если нахожусь в другой стране, значит, надо соблюдать законы этой страны. Если в своей страны, то надо соблюдать законы своей страны. И на самом деле, вот как бы мы ни воспринимали какие-то события, все-таки, на мой взгляд, есть положительные определенные вещи регулирования, которые вот пусть даже, ну, кому, с одной стороны, конечно, кажется, например, что камера нарушает там, твою свободу и так далее, но с другой стороны, технологии уже есть, и ну, раскрытие некоторых преступлений, оно происходит достаточно легко. То есть почему, например, там в той же Москве мало краж? Потому что определение по лицам работает. И в том же Лондоне, например, эти камерами завешенные улицы еще были в 2000 году, и, в принципе, они не влияли на свободу граждан, и по ощущениям не влияли. Ну и вот сейчас также в Москве, как бы, ну, по крайней мере, я на себе не ощущала какого-то, например, использования вот таких систем для нарушения своих прав, ну и своих клиентов. Мгм. Ну да, ведь там же, конечно, очень много хорошего можно добиться с помощью вот этих новейших технологий, но есть определенное сопротивление в обществе. Ну, конечно, неприятно, но пока все-таки в законе есть баланс по соблюдению частной жизни. По крайней мере, на законах он прописан, когда можно делать видеонаблюдение, когда можно частными видео делиться, например, если когда можно записывать разговор между людьми, когда нет, и как его можно использовать. Здесь все-таки на уровне закона пока этот баланс соблюдается, на мой взгляд. Мгм. Сергей Волков, если супруга отказывается отпускать детей в Российскую Федерацию, но мне кажется, что здесь уже нужна консультация юриста, да, Лилия, потому что много. Ну, что значит отпускать? То есть здесь, если вы проживаете за границей, и у вас есть спор, и надо смотреть, есть ли какое резидентство, то есть на основании чего вы живете в другой стране. Если у вас вид на жительство, либо это рабочая виза. Исходя из этого, уже надо смотреть, как разрешать этот спор. И подсудно ли будет вот подсуден ли будет этот спор в судебной системе страны, в которой вы проживаете, это вот как раз связано будет с вашим статусом. Если не связан, то надо подавать в Российской Федерации иск, решать вопрос об воспитании детей. У нас конвенции по гражданскому, по исполнению решений судов медленно, но они все-таки работают, и уже с полученным решением, например, в российском суде ехать за рубеж и там и забирать ребенка, либо если вы оба резиденты страны, согласно законодательству этой страны, то решать вопрос в судебном порядке. Там в любом случае без решения вопроса в судебном порядке это все будет немножечко криво. Ну, можно уехать, конечно, там с детьми отдыхать. Вот, опять же, в Российскую Федерацию и уже оттуда может никуда не ехать больше. Не То выезжать. есть до 18 вы, как родитель, имеете право запрет на выезд детей поставить.
а супругу уже надо будет в судебном порядке этот запрет снимать. Мгм. А вы можете обосновать, почему нельзя детям выехать за границу. Да. А лучше как-то с женой договоритесь, пожалуйста, все-таки. Ну, всегда, на самом деле, всегда можно договориться, потому что если показать перспективы тех или иных вещей, но не всегда. То есть, как правило, людям иногда хочется еще и поспорить, помимо того, что Да, просто да, ну, договориться. да, но этот накал эмоций, он же потом уляжется, а детки вот на это на все насмотрятся. Поэтому, конечно, лучше при возможности Однозначно, я всегда за, чтобы договориться. попробуйте, Сергей, соберитесь, соберитесь и, пожалуйста, поговорите с супругой. А если вдруг не получится, тогда пишите, вот как-то вас можем слили с контачей, да, как это правильно, как это красиво выразиться-то? Дать контакт. Дать контакт, да. Еще было, мы уже час 24 аж в эфире. Тяп-ляпыч, добрый вечер, очень рада вас видеть у себя в чатике. Тамара Антон, скорее всего, я думаю, это фамилия, так должна склоняться. Имея недвижимость в Германии при смене гражданства с немецкого на РБ, это белорусская, да, Беларусь. Мгм. лишаюсь ли я права собственности? Нет. Нет. Сегодня вот я... Если вы не в санкционных списках, но и то не лишаетесь, а просто вашу собственность арестовывают. Да. И потом решают вопрос, что с ней делать. Да, в Германии право частной собственности, насколько я знаю, оно защищается до тех пор, пока владение этой частной собственностью не противоречит интересам общества. Вот так вот это... Да, в России также. Вот по собственности в России и наше современное российское законодательство, гражданство, в общем-то, с гражданского уложения Германии писалось в 90-х годах, и очень много похожих норм. Мгм. Вот И так. Росреестр, в принципе, земельный реестр Германии. Ну, по крайней мере, когда занимались правотворчеством, мои коллеги, они брали немецкие правовые акты и уже потом писали российские. Ну, по крайней мере, тех, кого я знаю, так делали. Сергей Волков спрашивает, где судиться, в России или за границей? Ну, по местонахождению детей, правильно же, Лилия? Где дети, там и судиться. Нет, нет, нет. Здесь, вот я говорила чуть раньше, нужно определить, какая у вас резиденция за границей. То есть если у вас постоянный вид на жительство за границей, надо судиться за границей. Если у вас любые визы, виз, рабочие и так далее, то надо судиться в России и уже с российским судебным решением ехать за границу. Либо наоборот. Мгм. И, кстати, я вот хотела бы сказать, я надеюсь, что мы с Лилией сделаем отдельный стрим на эту тему, потому что тема очень важная, и моя, собственно, линия жизни показала, насколько она важна. У Лилии есть замечательный проект, он называется «Школа жен», и в первую очередь, я правильно, да, Лилия, понимаю, Да, что правильно. это такой юридический ликбез, да, для как раз-таки перед вступлением в брак, да, я правильно понимаю, это так? Да, Да? да, да, да. И причем он и мужчинам будет полезен, потому что вот на стадии вступления в брак, на стадии, когда еще отношения хорошие, в принципе, некоторые вещи, они логичны, если они будут проговорены между супругами. Ну, опять же, почему что-то нужно оформить на жену, почему иногда лучше какие-то обязательства, если муж занимается предпринимательской деятельностью, выносить за пределы семьи. И я не ставлю целью в своем проекте как-то там кого-то жене мужа обобрать, либо мужа жене, а именно честно проговорить правила при вступлении в брак. Идеально во время брака тоже можно это сделать. Ну и если все-таки, к сожалению, наступает развод, то и там как-то еще не поздно, например, как-то отношения между собой урегулировать вот без эмоций, без скандалов. Мгм. И, конечно же, здесь немаловажную роль играют еще и интересы детей и их материальное обеспечение, потому что, к сожалению, реалии таковы, и вот, в канале, например, банкротного законодательства, которое, ну, на мой взгляд, курировалось именно банками, которые позволяли вот, с граждан взыскивать максимально
за полученные кредиты и проценты по ним, она отразилась вообще на всем экономическом плане ведения предпринимательской деятельности. И понятно, что такие правила игры, которые устанавливают банкротное законодательство в современном виде сейчас, иногда даже и невозможно никому предугадать. Но если заранее об этом озаботиться и какие-то выработать правила поведения, то хотя бы вот этих рисков, которые банкротное законодательство российское несет, можно избежать. Мгм. Я знаю, что вот, например, во Франции после развода у жены никогда не останется фамилии супруга. Это прям такой акт наказания. И вот здесь вот, например, ваши коллеги, женщины-юристы, они оказываются просто в ужаснейшем положении, потому что нарабатывалась практика, репутация, создавались, да, там вкладывались деньги в создание сайтов, да, информационных, не знаю, афиши, таблички, визитки, ну, имя, да, имя создавалось годами практики, и вдруг в какой-то момент это имя просто забирается. И, например, вот даже это можно предусмотреть. И вообще замечательно, мне кажется, если, например, женщина хотя бы знает об этом. Не Конечно, тогда, когда хотя бы знать, да. Да, да, не тогда, когда она развелась, и говорят: дорогая, все твои наработки, все твои профессиональные контакты, все твои клиенты, ты сейчас лишишься всего, потому что ты развелась, ты имеешь запрет на пользование этим именем, соответственно, твой веб-сайт, твоя почта, да, твоя почта даже там, на которую ты получала там письма, отвечала с этой почты, это все больше тебе не принадлежит, ты не имеешь права больше этим именем пользоваться, есть определенные санкции. То есть, допустим, вот такие вот моменты, если вы создали, Лилия, проект, где женщин вот об этом, да, предупреждают, но и мужчин, соответственно, конечно, тоже, то, мне кажется, это просто замечательно. Ну, потому что всякое бывает, и даже ведь бывает, что люди разводятся, а потом снова женятся. Я знаю и такие случаи. Но и не обязательно просто, чтобы вот вся жизнь разрушилась из-за развода, да, там профессиональная карьера, чтобы дети пострадали. Я считаю, что вот такие проекты, как ваш, они очень нужны, потому что они защитят одних и других. Ну, вот я в своей цели, да, вижу именно превентивные меры, которые позволят уже нормально жить в супружестве и не обуславливать личные отношения существующими экономическими. И, конечно же, у нас еще все-таки женщины в России тоже достаточно слабо защищены, и нужно договариваться на берегу. Да, да, вообще не защищены, на самом деле. Да, очень тяжело, когда развод. Лилия, большое вам спасибо. Я вообще с радостью и с огромным удовольствием с вами еще встречусь. И вот школа жен меня, конечно, очень сильно интересует, потому что мне кажется, что это просто это супер-супер важный момент. Особенно сейчас, когда настолько все поменялось, да, если сейчас себе представить, например, женщину, которая заключит брак где-то за границей и уедет, то в сегодняшних реалиях, да, когда ей будет сложно возвращаться, продолжать, например, там получать какой-то заработок, например, она, не знаю, преподает, да, российским там студентам, к примеру, это же все сейчас изменилось, и мне кажется, что любая такая женщина, она попадает в еще более зависимое и Зависимость, да. сложное положение за границей, да. Ну и опять же дети, если Мгм. еще есть дети и небольшого возраста, это все очень тяжело, Да, конечно. и туда-сюда теперь уже эти дети, они не полетают просто так там к бабушке, например, да, на Мгм, каждый да, каникулы. Это невозможно становится. Так что, Лилия, я бы с удовольствием. О, НН, очень рада спасибо. вас видеть. Спасибо. Сергей Волков, контакты опубликуйте. Приходите в чат о стримах, и я вам контакты напишу в личку. Что ж, прямо опубликуйте. Сергей, как это вы себе представляете? Лилия, большое спасибо, желаю вам приятного вечера, и вот буду очень рада еще раз с вами встретиться. Большое Спасибо большое и спасибо, что слушали нас. Да, дорогие Да. друзья, большое вам спасибо всем, кто пришел, всем, кто был с нами, благодарю вас. И если вдруг у нас есть сейчас, кто нас смотрит, или прямо сейчас, либо в записи нас увидят специалисты по криптовалюте, пожалуйста, откликнитесь. Есть вообще масса запросов от
очень симпатичных женщин. Просьба рассказать поподробнее, как это работает, что делать, пожалуйста, расскажите. Вот, в общем, призываю, пишите тоже, хотите мне на Фейсбуке, Анна Томас, буду рад пообщаться. Все, спасибо большое. До свидания. Пока-пока всем. Пока.